Привет, друзья! Это Дарья, а это моя подруга Лилия. Привет! И сегодня мы с вами будем готовить известное блюдо, Которое любят и дети, и взрослые, сырники. или также называются творожники, Да. но чаще сырники все-таки. Сырники – это очень популярное блюдо русской, украинской, белорусской, польской, чешской и словацкой кухонь. Чаще всего сырники едят на завтрак, а также как десерт, как что-то сладкое к чаю. Основной ингредиент сырников – это творог. Творог похож на итальянскую рикотту, немецкий кварк, турецкий чокелек или другой подобный мягкий, но не кислый сыр. Как правило, творог легко найти в магазинах восточноевропейских продуктов. Постарайтесь найти русские или польские магазины в вашем городе. Какие еще ингредиенты нам понадобятся для приготовления сырников? Нам понадобится 900 грамм творога, 7 столовых ложек муки, 7 столовых ложек сахара, 2 яйца, ванильный сахар, 2 упаковочки по 10 грамм, изюм. Сырники можно готовить с изюмом, с яблоками, без ничего. Мы готовим с изюмом. Примерно здесь 5 столовых ложек на 900 грамм творога, щепотка соли и для жарки масло подсолнечное и сливочное. Итак, мы берем творог. Желательно купить его на базаре, чтобы он был хороший, жирный, домашний. Либо купить в магазине хотя бы 9%. Вот. И хорошо, если он будет не зернистый, а такой более однородный. Просто перемешиваем, разбиваем сюда 2 яйца. Примерно на 400 грамм идет одно яйцо, соответственно, мы берем 2 яйца. У нас творога 900 грамм мы взяли, значит 2 яйца возьмем. Потихонечку все размешиваем и вводим все ингредиенты, которые у нас тут есть. Сахар, повторю, это примерно 7 столовых ложек на такой объем творога. Можно взять миксер, погружной миксер, например, использовать тоже хорошо, удобно. Ну, я обычно просто все перемешиваю ложкой. Дальше у нас ванильный сахар, примерно 20 грамм. Немножко меньше взять. Можно обойтись и без сахара ванильного. Обязательно добавляем щепотку соли. Дальше берем изюм. Изюм нужно замочить. Ну, примерно на час. У нас получилось поменьше. А сколько здесь изюма? Здесь 5 столовых ложек. Ну, на глаз, кто сколько любит, побольше, поменьше. А можно также добавить вместо изюма яблоко. Порезать его мелкими кубиками, предварительно почистив от кожуры. Можно сделать с бананом. И можно даже делать с шоколадом. А как это с шоколадом? Берешь кусочек плитки шоколада, вот маленький квадратик, или даже половинку квадратика, и в каждый сырник, когда уже непосредственно лепишь сырники, добавляешь в каждый сырничек вот эту маленькую такой квадратик шоколада. И он потом плавится внутри, и когда они теплые, то, конечно, получается очень вкусно, когда там шоколад. Супер, отлично. Да, и, конечно, муку не забываем добавить. Примерно тоже 7 столовых ложек, но плюс-минус. Хочу сказать об этой муке. Да, есть какая-то разница, скажи, какую муку покупать? Ну, эта мука, она не совсем обычная, она дороже немножко, чем обычная. Вот. Но это тоже твердых сортов пшеницы мука. Вот. И она такая желтоватая, и она немножко отличается от обычной муки, к которой мы привыкли. Вот. И, конечно, сырники из нее особенно вкусные получаются. Для приготовления наших сырников мы использовали муку из твердых сортов пшеницы. Кроме того, нам понадобится мука для жарки. Мука, чтобы потом положить в нее, обвернуть. Да, мы потом обваляем каждый сырник в муке. Нам для этого понадобится еще дополнительно. Вот. И муку, конечно же, мы предварительно всегда просеиваем, естественно. Ну, для жарки просеивать не нужно. А как просеивать, давай покажем. Вот такая вот штучка. Вот. И, собственно,
насыпаем сюда, и мука как бы обогащается воздухом, становится более такая воздушная. И тогда мы ее отправляем в любую выпечку. Ну, собственно, все. Наше тесто для сырников, скажем так, готово. Подготовка к жарке сырников завершена. Да. Так, после того, как мы очень хорошо вымешали нашу заготовку под сырники, когда все ингредиенты хорошо соединились между собой, ну, это минут 5, наверное, я мешала, мы начинаем жарить, собственно. Берем сковородку, ставим на максимальный огонь, здесь у нас 9, и жарим мы на подсолнечном масле и на сливочном масле. Сразу два, да? Мы добавляем и то, и другое сразу, да. Ну, так, по граммам, не знаю, на глазок делаем. На глаз чуть-чуть, чтобы смазать поверхность. И ждем, пока масло растопится. Вот, и чтобы у нас вся сковородочка равномерно промаслилась. Разогреваем нашу промасленную сковородочку. Немножко убираем огонь. Здесь у нас 9, мы ставим примерно на 7. Чуть-чуть меньше делаем огонь. Вот. И с помощью ложки начинаем формировать, собственно, наши сырнички. Предварительно смочив руки холодной водой, чтобы к рукам не цеплялось тесто, как бы лишний раз. Мы лепим вот такие вот, собственно, сырнички, обваливаем в муке, вот, и отправляем жариться на сковородку. Все очень просто. Толстыми их делать не нужно, чтобы они хорошо прожарились. Вот, обязательно обваливаем в муке и жарим их на одной стороне до золотистой корочки. Потом переворачиваем. И сейчас обваливаешь в муке, да? Да. И уже я чувствую, что пошел такой классный аромат, очень аппетитный. Пахнет ванильный сахар и изюм. Я думаю, что классно получится. Можно жарить сразу на 2 сковородках. Да, так быстрее, да? Да, чтобы было быстрее. И контролируем, конечно, огонь. Мы будем жарить на 2 сковородках все-таки. На одной будет очень медленно. Ставим сковородку на максимальный огонь. После того, как она нагрелась, только тогда добавляем масло. Подсолнечное, потом сливочное. Ждем, когда оно хорошо разогреется. И потом будем выкладывать уже сюда сырники. Итак, наступило время переворачивать, правильно? Ну, примерно на одну сторону, я не знаю, 2-3 минуты, наверное, идет. Зависит, наверное, от сковородки, от огня. Да. Первый сырник готов. Ура! Выкладываем его на тарелочку с бумажным полотенцем, для того, чтобы лишний жир впитался в полотенце. Вот примерно для такого состояния можно чуть-чуть белее, но я люблю, когда они зажаристые. И делаем следующий. Да. Посмотрим, пришло ли время переворачивать наши сырники. Нет, пока что еще нет. И эти тоже еще белые. Подождем. Пока можно приготовить новый сырник. Вот так, берем в руку, обваливаем в муке. Делаем вот такой плоский сырник и выкладываем на сковородку. Можно вечно смотреть на то, как жарятся сырники, и нюхать, как они прекрасно пахнут. Ну что ж, наши сырники готовы. Сырники можно подавать со сметаной, с медом, с вареньем. Приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь с вашими друзьями и подписывайтесь на канал. Пока-пока!